5 самых отъявленных стерв среди знаков зодиака. Как и многие другие качества, степень стервозности среди представительниц прекрасного пола определяют звезды. От знака зодиака зависят черты характера каждого. Есть знаки душки, мягкие и пушистые. А есть и те, кто под своей пушистостью прячет склонность стать первыми, во всем и везде. Чего бы это ни стоило, а надеяться на сочувствие со стороны таких особ – напрасная задача. Чтобы не стать жертвой очередной стервочки и не получить удар в спину. Узнайте, кто из всех знаков зодиака возглавляет список самых отъявленных стерв. Первое место. Лев. Львицы обожают быть центром всеобщего внимания. Они стремятся к этому изо всех сил. В ход идет все. Хвастовство своими знаниями, достижениями, проявление как бы нечаянного превосходства над окружающими. То зарплата у вас не в престижной валюте, то отдыхаете вы не в престижных местах, то одеваетесь не в тех магазинах. Львицы абсолютно уверены, что ошибаться может кто угодно, но только не они. Им свойственно винить других в своих неудавшихся начинаниях и проваленных планах. Разглядеть собственные промахи им не дано. Видимо, поговорка про соринки в своих и бревна в чужих глазах – это про них. Второе место. Скорпион. Она никогда не упустит шанса вонзить свое жало в самое живое и уязвимое ваше место. Подколоть, насмеяться и поязвить. Всегда пожалуйста. И в самый неподходящий момент. Это происходит не всегда, чаще непроизвольно. Но не может она ничего с собой поделать. Такая натура. Опаснее всего брошенные или обиженные скорпионы. Планы мести они вынашивают пачками, и обязательно воплотят в реальность хотя бы одну. Третье место. Дева. Белые и пушистые, порядочные и хорошие. Но в чем их можно упрекнуть? Представьте себе, что у этой женственной до мозга костей натуры одна из черт – неконтролируемая стервозность. Помочь коллегам? Пожертвовать всем ради семьи? Отдать подруге последний пеньюар? Да без проблем. Но если дева впала в дурное расположение духа, плевать она хотела на чувства других. Обидно осадить, сделать замечание, перебить или раскритиковать. В такие моменты для девы это задача, что говорится, на раз плюнуть. Так уж повелось, что она высказывает свое мнение, без намека на деликатность. Четвертое место. Водолей. В лицо вам может улыбаться, во все свои жемчужные зубки, источая доброжелательность фонтаном. Но стоит вам удалиться, как эта сама доброта не погнушается перемыть вам все, даже самые мелкие косточки. Да с каким смаком! Эта любительница попереливать воду, это делает. Не упустит ни единой мелочи, ни одной подробности. Что ели, что пили, что надели, как прошлись. Все будет принято во внимание и вынесено на обсуждение. Иногда водолей может впадать в злобу, которая пугает окружающих. Но добрые и бескорыстные поступки также у нее в крови. И этим она перекрывает свои вопиющие недостатки. Критикуя ближнего, на чем свет стоит, водолей не бросит его в трудной ситуации, никогда. Пятое место. Козерог. С ними сложно общаться, сложно работать, сложно иметь любое дело. Какие компромиссы? Даже если нужно будет отступить, рогами упрутся. Но ни за что не отпустят свою линию, и будут гнуть ее до конца. Это ключается стервозная передача, в их коробочке, на которой они и движутся вперед, оставляя за собой штабеля выведенных из себя окружающих. И после этого, эти создания еще надеются на то, что не останутся в одиночестве. Они его попросту не любят. Если вы связались с Козерогом, убедитесь, что вы именно тот человек, который способен терпеть бесконечный вынос мозга. Спасибо за просмотр.